Готовы узнать, как простые ингредиенты могут превратиться в волшебное угощение? Тогда начнем. Возьмем молоко комнатной температуры и добавим туда манку. Перемешиваем и отставляем. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Творог у меня 9% жирности. Не водянистый. Высыпаю в миску побольше, чтобы удобно было смешивать. 3 яйца. Они сбалансируют вкус и плотность будущей запеканки. Сахар. Растопленное или размягченное сливочное масло. Щепотка соли для оттенка вкуса, по желанию. Далее измельчаю и перемешиваю при помощи блендера. Когда творог взбивается, то становится пышным и запеканка получается воздушной. Текстура однородная, отчего изделие вкусное и нежное. Манка напиталась молоком, так что теперь спокойно добавляем ее к остальным ингредиентам. Перемешиваем до однородности. Берем форму для запекания. Можно застелить ее пергаментной бумагой, но я выбрала другой способ. Намазываю хорошо сливочным маслом дно и бортики. Насыпаю буквально немного манки и распределяю ее по всей емкости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ваши реакции очень важны для развития канала. Выкладываю будущую запеканку в форму. Дальше сделаю крем-соус для запеканки. Для этого сметану 15 или 20% жирности смешаю с яйцом и сахаром. Просто венчиком перемешиваю до однородности. Этот крем не обязательная составляющая запеканки, но приятное дополнение вас удивит и разнообразит вкус. В осенне-зимний период малина, вишня, клубника в замороженном виде отлично подойдут. Экспериментируйте. Я прямо в замороженном виде разложила ягоды. Сверху соус. Вот так лопаткой аккуратно распределяю. Запекаю в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. Королевская ватрушка, творожная запеканка с рисом и многие вкусные, простые и на праздничный стол рецепты собрала для вас в плейлисте, который так и называется «Блюда из творога». Поэтому просто оставлю вам эту подборку в заставках к этому видео. Приятного аппетита!